Привет, друзья! Рада вас видеть на уроке русского языка. Спасибо за ваш интерес к языку. Сегодня я расскажу вам, что же отвечать на «извините» или «простите» по-русски. Я вижу, что часто иностранцы, мои ученики, которым я говорю: "Ой, извините, что я задержалась на урок на несколько минут", не знают, что мне сказать. Они смотрят на "извините", можно ответить разными способами. И сегодня на уроке я расскажу вам, какие слова и выражения мы можем использовать в качестве ответа на «извините» или «простите» по-русски. Начинаем! Прежде всего, важно понимать, что мы по-разному реагируем на «извините» или «простите», которые слышим от незнакомого человека, и на «извините» и «простите», который нам говорит друг или член семьи. Начнем с первого варианта, когда перед нами извиняется незнакомый человек. Давайте представим себе ситуацию, что мы находимся в супермаркете, и кассир, например, неправильно дал нам сдачу и говорит: "Ой, извините". Что мы можем ответить? У нас есть несколько вариантов. Мы можем сказать "ничего" или полная форма "ничего страшного". И мы так действительно очень часто говорим, что подчеркивает, показывает, что ничего страшного не случилось. Это маленькая незначительная ошибка. И еще мы можем сказать "все в порядке" или "все нормально". В этом случае мы подчеркиваем, что ситуация не критическая и что все хорошо. Ничего или ничего страшного. И сказать "все нормально", "все в порядке" очень-очень часто используем. Можем представить себе другую ситуацию. Находимся в общественном месте, где много людей, например, на улице, на площади, много людей вокруг. И кто-то нас задел локтем, например, и говорит "извините". Точно так же мы можем сказать "ничего" или "ничего страшного". Или, опять-таки, можем сказать "все нормально", "все в порядке". Я бы сказала, что в таких незначительных ситуациях, когда контакт совсем ограничен, то есть нас, например, задел человек, с которым мы даже не смотрим друг на друга, стоит сказать "ничего", "ничего страшного". Если у нас есть более близкий контакт, например, мы разговариваем с продавцом, с кассиром, с кем-то, с кем мы напротив видим друг друга, можно и более подходящий вариант сказать "все нормально", "все в порядке", "все хорошо". Но оба эти варианта отлично работают, и вы их услышите. Теперь переходим к выражениям, которые мы можем использовать в разговоре со знакомыми, с нашими друзьями, с нашими родителями или, например, на рабочем месте с нашими коллегами или с начальником. Можно использовать те же самые конструкции, как и с незнакомыми людьми. Например, "ничего, ничего страшного", "все в порядке", "все нормально". Но еще можно добавить дополнительные выражения. Например, если мы разговариваем с начальником, он
дал нам какое-то задание, которое мы выполнили с ошибкой, и говорим: извините, я не заметила этого текста и поэтому сделала эту ошибку. Начальник может нам сказать: не проблема, или нет проблем, или я попросила мою подругу купить мне определенную марку помады в магазине. И она говорит: Маш, извини, не было этого в магазине. Я говорю: слушай, нет проблем вообще, даже не думай. Так что мы можем использовать также выражение нет проблем или не проблема, когда кто-то говорит извините нам. В разговоре с друзьями, близкими друзьями, мы также используем выражение забей и не парься. Например, я опоздала на встречу с подругой на 5 минут и говорю: слушай, извини, я что-то поздно вышла. Она говорит: да забей, не парься. Что это значит? Это значит, что она не видит проблемы в том, что случилось, и она не хочет, чтобы я волновалась, потому что выражение «не парься» очень популярное в современном языке молодежи, в сленге, означает «не волнуйся, не беспокойся». И этот способ реагировать на извинения в языке молодежи среди молодых людей очень распространен. Например, кто-то говорит: извини, я забыла это сделать. И собеседник отвечает: не парься, забей. Точно так же слово забей – это модное словечко. И забей значит не обращай внимания, не думай об этом. Это не стоит твоего времени и сил. Если между нами произошел какой-то конфликт, более серьезная ситуация, и человек просит прощения за то, что сделал действительно, то мы можем ответить ему: проехали. Это выражение показывает, что мы не держим на него зла, мы не помним о том, что случилось, эта ситуация осталась в прошлом, а мы пошли дальше. Также, если кто-то просит прощения: извини, Маша, что я тебя обидел, я могу сказать: не волнуйся, все в порядке. Я хочу показать, что все в порядке, но чтобы этот человек не переживал, не беспокоился, что во мне есть негативные эмоции, что я помню об этой ситуации и переживаю. Эти выражения используются в ситуациях, когда ничего страшного, очень серьезного не произошло, но у нас просят прощения. Если же человек извиняется за то, что сделал, а действительно сделал что-то плохое, что-то, что нам причинило боль, что-то, что нас обидело или задело, то мы используем другие выражения и не отвечаем одним словом типа «проехали» или «бывает», «все нормально». Тогда намного лучше поговорить о ситуации и выяснить, что произошло, как ты себя чувствовала в результате того, что случилось. Эти же слова, о которых я вам рассказала, это способ показать, что ситуация, которая произошла, для нас несерьезная, что она не причинила нам вреда, что мы ничего плохого о том человеке, который извиняется, не думаем и не держим на него зла. Друзья, большое спасибо за ваше внимание.
Благодарю за интерес к русскому языку. Если знаете кого-то, кто изучает русский язык, поделитесь, пожалуйста, этим видео. До встречи на следующих уроках. Пока!